Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Я рада приветствовать вас на канале Истории судеб. И вот наша история на сегодня. Алина и Настя сидели на кухне. Сегодня был день рождения Насти, и она, как уже последние несколько лет, пришла к Алине с тортиком. Муж Алины взял на себя присмотр за детьми, и девушки могли спокойно посидеть на кухне и поболтать. Ну как спокойно? Все равно кто-то из малышей прибегал, то попить, то что-то взять. Но хотя бы Алина не бежала за ними следом. А Алина улыбалась, успевала поцеловать малышню и сказать, чтобы бежали к папе. «Алинка, вот смотрю на тебя и диву даюсь. Вот как ты с ними все успеваешь?» «Насть, вот родишь своих и поймешь. Дети ведь счастье, а от счастья устать невозможно». «Да когда ж я рожу? И от кого? Сама знаешь, работаю я дома, знакомиться некогда и не с кем. А рожать для себя? Так ведь тоже надо от кого-то. И куда мне? Я привыкла жить одна и заботиться только о фикусе на подоконнике. А твой фикус еще живой? Ну вот, видишь, ты сомневаешься, что у меня выжило растение, а сама говоришь о детях. Да ладно тебе. А про то, что нет вокруг тебя мужчин? Помнишь Андрея? Он теперь в администрации работает, при хорошей должности. А также там кто-то по нашему району. Я не вдавалась в подробности, но бабушки у подъезда мне рассказывали, какой он хороший, пока я гуляла с детьми. А потом, прикинь, минут через 10 он мимо прошел. Я сделала вид, что не знаю его. Потом пошла следом и уже за домом догнала. Не хотела, чтобы он обиделся. А он в ответ на приветствие: «Так что ж, теперь узнала?» «Да я сразу тебя узнала. Но если б соседки узнали, что ты мой одноклассник, то у меня в доме появилась бы приемная для писем и жалоб, чтобы отправила тебе. А мне и так хватает забот». Он рассмеялся. «Да, ты права». Потом о тебе спрашивал и свой номер дал. Сейчас найду визитку. Он же в тебя был влюблен в школе, а сейчас еще не женат. Настя хотела что-то сказать против, но Алина уже достала визитку и заставила ее положить в сумочку. А детей, Насть, не обязательно рожать. Вон сколько их в детских домах. Да и у мамаш, которым они не нужны. Вон, моя соседка с первого этажа, Ленка. Противная баба такая. Трезвой ее ни разу не видела. А девочка у нее красавица, умница. Всегда поздоровается, дверь придержит. Вот как растут такие дети при таких матерях? А почему еще у нее не забрали ребенка? Удивилась Настя. Не знаю. Сколько раз с соседями и письма писали в опеку, и все без толку. Жаль девчушку. А может, ты ее к себе заберешь? Алин, у тебя от материнства совсем крыша поехала? Как это взять и забрать? Ну, не прям так, а взять на неделю. Ты поможешь и себе понять твое отношение к детям, и девчонке дашь передышку. А этой горе-мамаше немного денег предложить, и она даже никому не расскажет. Давай закрывать эту тему. Девушки еще немного посидели, поболтали на другие темы, и Настя уехала домой. Дома ее ждала темнота и тишина. На некоторое время ей стало немного грустно, а потом открыла ноут и, прочитав все поздравления в рабочем чате, она уже улыбалась. Но этой ночью она спала плохо. Слова Алины о бедной девочке не выходили из головы. Она гнала эти мысли подальше, аргументируя здравым смыслом. Но утром отменила бронь в отеле и вместо отпуска за городом села в машину и поехала к подруге. Алина очень удивилась, увидев с утра на пороге Настю. «Алин, я согласна. Пойдем». Алина сразу поняла, о чем говорит подруга. Быстро сходила в комнату, чтобы предупредить мужа, что выйдет, и вернулась к Насте. Они спустились на первый этаж и позвонили в дверь. Дверь открыла взлохмаченная, неопрятно одетая женщина. «Что вам надо? Мы можем шуметь. Сейчас день». Настя не знала, что сказать. Она не подумала об этом моменте. А вот Алина сообразила. «Лен, это моя подруга Настя. Она волонтер и помогает семьям с детьми. Она хочет взять Танюшку
на неделю, чтобы она сменила обстановку и помочь вам финансово». Услышав о деньгах, Елена оживилась. 5000 и забирайте. Все равно от нее помощи мало. А так, хоть поможет матери. Настя достала кошелек и начала отсчитывать купюры. «Хотя нет», — сказала Лена. Настя даже обрадовалась, что у матери включился мозг, но не тут-то было. 10 000. Все-таки я мучилась, рожала, воспитывала, а тут на неделю расстаться. Настя отдала 10 000, и Лена ушла в квартиру. Уже через 5 минут она вышла и вела за руку девочку. У той был уставший и запуганный вид. В руках был небольшой пакет и какое-то подобие мягкой игрушки. Захлопнувшаяся дверь заставила всех вздрогнуть, а из квартиры донеслось: «Антоха, мы сегодня гуляем». «Танечка, я тетя Алина, соседка. Помнишь меня?» Девочка кивнула. «А это тетя Настя. Ты неделю у нее поживешь, отдохнешь. Не бойся, она тебя не обидит. Иди с ней». Когда Настя подошла к машине, то поняла, что у нее в машине нет детского сиденья. От Алины она слышала, как надо перевозить детей по правилам. «Уф, успела. Держите». Алина протянула подруге какую-то сидушку и еще предмет. «Так, вижу твое замешательство. Давай сама установлю. Можешь на всю неделю забрать. Мои еще не доросли до такого и ездят в креслах». Таня аккуратно заходила в квартиру Насти. «Танечка, не бойся, проходи. Сначала ты искупаешься, а потом решим, чем займемся». Настя показала ванную комнату, принесла девочке полотенце. Через 10 минут вышла чистенькая девочка. А вот одежда была такой, что Настя этим даже полы бы не мыла. «А что ты так быстро?» «Мама не разрешает долго купаться. Говорит, что я деньги спускаю, а не зарабатываю». «Кушать хочешь?» «Очень». Настя поставила тарелку с бутербродами и чай. Надо купить девочке одежду, но идти в магазин нельзя. Она зашла на сайт ближайшего детского магазина и, узнав, что Тане 6 лет, заказала платье по возрасту. Через час платье было дома. Хоть и нельзя сразу одевать после магазина, но выхода у нее не было. Настя все ждала, когда зазвонит ее телефон, и мамаша очнется, что она отдала незнакомым людям девочку. Но телефон молчал. «Таня, пойдем купим тебе одежды». Таня послушно встала из-за стола, помыла блюдце, протерла стол и пошла в коридор. Она все делала механически и не говоря ни слова против. В магазине они купили еще платья, колготочки, а также брючки с футболкой и тоненькой кофточкой для прогулок вечером, новые сандалии и кроссовки. Девочка преображалась на глазах. И не только из-за одежды. У нее появлялась улыбка на лице. Потом они поели в кафе и зашли в магазин игрушек. «Таня, выбери себе куклу, а я пока посмотрю постельное белье». Через некоторое время подошла Таня, держа в руках куклу. Настя посмотрела на выбор девочки. «Ты точно хочешь именно эту куклу?» Она опустила глаза. «Пойдем, положим ее обратно, и ты не будешь смотреть на цену. Такие куклы не только некрасивые, но и некачественные». Настя увидела красивую Барби с Кеном и малышом. «Тебе нравится?» У Тани загорелись огонечки в глазах, но она помотала головой. «Значит, нравится. И берем». Домой они вернулись уже к вечеру, и Настя поняла, что сил готовить ужин нет. «Ты пиццу ешь?» «Я все ем», – тихо ответила девочка. Пока Настя заказывала пиццу, Таня сидела тихо в комнате и играла с куклами. За весь день никто Насте так и не позвонил. «Танечка, пойдем кушать». Таня зашла на кухню и смотрела на коробки. Настя раскрыла одну из них и сказала: «Бери». «А как это есть? Ты никогда не ела пиццу?» «Нет». «Ну, тут все просто. Просто берешь кусочек в руки и ешь». Таня съела 2 кусочка. «Спасибо. Можно я пойду спать?» «Конечно, иди, но сначала в ванную. Прими душ. Мы много сегодня гуляли».
«Можно 2 раза в день купаться?» – удивилась девочка и пошла в ванную комнату. А у Насти впервые за сегодня ёкнуло сердечко. Ребенок удивлялся таким мелочам, которые для Насти совсем обыденны. Следующие дни были насыщенные. Они гуляли, общались. Уже на 3-й день Таня стала себя вести совсем по-другому. Она перестала бояться Насти и с интересом познавала новую для нее технику. Сегодня они были в парке аттракционов. Настя сама почувствовала себя маленькой и беззаботной девочкой. Они катались на каруселях, ели мороженое, кидали дротики в шарики и смеялись. Очень много смеялись. А вечером сели вместе смотреть мультик с попкорном, а потом долго обсуждали действия героев. Перед сном Настя прочитала сказку и поцеловала девочку в лоб. Она потом долго сидела на кухне и думала, что завтра надо возвращать девочку. Ох, и в авантюру втянула ее подруга. Настя не хотела расставаться с Таней, но она ей никто и не может взять и оставить у себя. Мама Тани не звонила ни разу и даже не поднималась к Алине. Утром они позавтракали, и Таня пошла собираться. Она вышла в своей старой одежде и была такой же грустной, как и в первый день. Единственное отличие было то, что ее любимый плюшевый мишка был идеально чистым. «Танечка, а почему ты не в новой одежде? И как же твои куклы?» «Мне нельзя их брать». «Почему нельзя? Это подарки, забирай». «Мама не поверит, скажет, что я украла. А если сильно рассердится, то может сломать или вообще выкинуть. А они такие красивые, мне их очень жаль». Настя украдкой смахнула слезу, и они в полной тишине вышли из дома и сели в машину. Дорога была такой же молчаливой. Алина сегодня не сможет быть вместе с Настей. Она с малышами ушла в поликлинику. Настя стояла у злополучной двери, а Таня сжимала ее руку. Дверь распахнулась, и там показалась Елена. «А что, уже неделя прошла? Или вы решили срок сократить?» «Нет, не сокращали. Прошла неделя». Ну раз так...» «Слышь ты!» Она обратилась к дочери. «Давай заходи и иди к себе в комнату. И не смей носа показывать. Есть все равно нечего, а у меня гости». Таня так посмотрела на Настю и сжала еще сильнее ее руку. Настя спрятала девочку за себя. «Она не пойдет». «Как не пойдет? Ну тогда еще плати». Настя трясущимися руками достала еще 10 тысяч и отдала Елене. Та улыбнулась, закрыла дверь и весело что-то кричала в квартире. «Тетя Настя, не возвращайте меня, пожалуйста. Я буду все-все делать, я во всем помогать буду, только не отдавайте». «Тише, малышка, успокойся. Я не отдам тебя. Мы будем бороться». Когда они вернулись домой, в первую очередь Настя переодела девочку и оставила в комнате. Она вспоминала слова Алины, что та видела их одноклассника, и он какой-то шишка в администрации. Она вытряхнула все содержимое сумочки на диван и начала искать, куда дела визитку. Найдя ее, набрала номер. Андрей взял трубку достаточно быстро, и Настя принялась объяснять, кто ему звонит. Он уже несколько раз повторил, что понял и рад слышать, а она все объясняла. Поняв, что что-то случилось, он спросил адрес и через полчаса уже был у нее. «Андрей, прости, что вот так тебе, как снег на голову, но я не знаю, кого и просить». Она рассказала ему все как есть. А девочка подтвердит? «Конечно, пойдем». «Танечка, это дядя Андрей. Он нам поможет. Поговори с ним, пожалуйста, и расскажи все-все. Можешь рассказать и то, о чем мне не говорила. Не бойся». Через час Андрей вернулся на кухню к Насте. На нем не было лица. «Что-то случилось?» «Случилась тяжелая жизнь у девочки. И поверь, тебе не надо все знать. Я сделаю все, что в моих силах». А дальше закрутилось все вокруг. Через 1,5 месяца Елену лишили родительских прав на Таню. Когда она узнала,
что дело завели из-за соседки, то приходила и угрожала, а однажды, совсем напившись, подожгла ей дверь. Благо семьи Алины дома не было, а соседи по площадке быстро среагировали. Так Елена заработала еще и срок. А Настя в это время проходила все пути, чтобы стать опекуном. Благодаря связям Андрея Таню не забирали в детский дом. Прошло несколько месяцев с момента их первой встречи. Была еще золотая осень, но еще чуть-чуть, и листья опадут все. Но у Насти и Тани было прекрасное настроение, несмотря на портящуюся погоду. Ведь сегодня Настя стала официально опекуном Тани, и у них был праздник. Конечно, на этот праздник они позвали и Андрея. Он пришел и принес 2 букета цветов. Нежно-розовые цветы для Насти и белые для Танюшки. Праздник удался на славу. Смех и веселье прервал звонок в дверь. На пороге стояла Алина с мужем и детьми. Думали, не приедем? Дальше было еще веселее. И Настя поймала себя на мысли, что когда много детей, это еще лучше. А еще понимала, что уже давно влюблена в Андрея. Через 2 года Андрей и Танюшка стояли с букетом цветов и шариками у дверей роддома. «Пап, ну пошли! Или ты боишься?» «Не боюсь, дочка. Ну, если только чуть-чуть». «Не бойся, я же ваша с мамой помощница, и я уже очень сильно люблю своего братика». Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. До свидания.